Всем привет! Приветствую вас на канале Power Device. Сейчас хочу поговорить о том, как на любом Android смартфоне можно кастомизировать и улучшить центр управления, другими словами шторку. Примеры настроек я покажу вам на Redmi Note 10 Pro, а также на Realme GT Neo 2, но по сути они никак не будут отличаться на других Android смартфонах, поэтому применять вы их сможете на Huawei, Samsung и так далее. Забегая немного вперед, скажу, что эти настройки, которые мы с вами сейчас разберем, дополняют вот такой виджет плеера на смартфонах Xiaomi. Совсем недавно я показывал, как его установить на эти девайсы. Подсказку на то видео вы сейчас можете наблюдать на своих экранах. Суть в том, друзья, что этот виджет плеера добавляется вот сюда, в центр управления, и им очень удобно управлять музыкой. Но если вы нажимаете на стоп и выгружаете из фоновых процессов приложение «Музыка», то этот виджет становится неактивным через какое-то время. Так вот эта настройка принудительно пробуждает виджет и музыку, которая выгрузилась из памяти. Это очень удобно. Кстати, то же самое будет работать и на смартфонах Realme. И, конечно, мы сможем добавлять вот сюда не только такую фишку, но и другие. Думаю, вам уже интересно. Погнали к настройкам. Итак, чтобы активировать такие дополнения, нам понадобится приложение Quick Settings. Скачать его можно в Play Market. В поиске пишем название. Именно вот это приложение нам и нужно. К слову говоря, также в описании я оставлю ссылку, по которой можно скачать APK-файл этого приложения, потому как бывает, что из Play Market пропадают приложения. Либо их версия меняется, и те функции, которые были, пропадают. А через мою группу ВКонтакте вы сможете скачать именно ту версию, которой пользуюсь я. Итак, запускаем приложение. В нем достаточно богатый и полезный функционал, но сейчас нам понадобится вот эта вкладка «Показать все». Она позволяет добавлять различные приложения и функции в нашу шторку, или другими словами в центр управления. Как видите, для некоторых функций требуется root доступ, но для большинства он не нужен. Давайте сперва покажу, как добавлять в шторку любые приложения. Нажимаем ярлык 1, Enable. Окей. Теперь открываем центр управления, нажимаем плюсик. Вот здесь снизу появляется такая иконка. Нажимаем плюсик. Перетаскиваем ее в удобное место. Готово. Теперь в нашей шторке появился вот такой значок. Нажимаем на него. Перед нами открываются все приложения, которые установлены на смартфон. А также здесь есть некоторые системные функции. К примеру, вы часто фотографируете, и вам нужен быстрый доступ к вашей камере. Это стандартная камера, выбираю ее. Как вы уже поняли, теперь через этот ярлык можно быстро вызывать камеру. Сейчас в центр управления мы добавили одно приложение. Их можно добавлять до 5 штук. Давайте я добавлю еще одно. В наше время многие пользуются Телеграмом или ВКонтакте. Давайте добавим их. На самом деле эти функции очень удобны. Например, вы где-то серфите интернет и вам быстро нужно попасть в ВКонтакте. Это делается в 2 клика. Теперь я покажу, как добавить дополнение к плееру. Снова заходим в «Показать все», листаем немного вниз, находим вот такой пункт «Воспроизведение пауза». Нажимаем на него. Enable. Окей. Теперь он появляется здесь. Все, что вам нужно, это запустить музыку. Теперь музыку можно выгружать. Нажимаем play, и она принудительно вызывается. Причем это происходит даже через длительное время, когда не активен плеер. Это действительно удобно. Все абсолютно то же самое можно проделывать со смартфонами Realme.
Запустим приложение. Показать все. Добавлять какие-то приложения в шторку я не буду, они абсолютно нормально работают, я это уже тестировал. Лучше добавлю дополнение к плееру. Находим воспроизведение пауза. Enable. Окей. Открываем шторку. Редактировать. Переносим ярлык вот сюда. Теперь нужно запустить какую-то музыку. И здесь, друзья, то же самое. Если музыку выгрузить из памяти, то она все равно принудительно вызывается вот на эту кнопку. И это так же, как и на Xiaomi, происходит даже через длительное время. Также, друзья, вот такой виджет плеера я добавлял на свой смартфон Realme. Вот в этом видео вы можете посмотреть, как это делать. Если вы хотите убрать какие-то из добавленных ярлыков из шторки, зайдите в наше приложение, нажимаем на приложение, которое мы добавляли, Disable. Как видите, один ярлык уже пропал. То же самое можно сделать и с этими. Думаю, здесь все понятно. Друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки этому видео, а также включайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие ролики. Иначе алгоритмы YouTube могут не показать следующие мои интересные и полезные ролики для вас. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мой канал Дзен. Пожалуйста, напишите внизу комментарии по поводу этого видео, потому как это очень помогает развитию моего канала. Просто многие пользователи берут из видео то, что им нужно, и даже не ставят лайк. Но я уверен, что вы не такие. Пожалуйста, проявите активность. На этой ноте буду завершать обзор. Желаю вам только качественных девайсов и хороших настроек. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!